Два самых важных дня в жизни – это день, когда ты родился, и день, когда понял, зачем. Я понял для себя, зачем я живу. Моя миссия – объединять молодых и талантливых бизнесменов. И цель на 10 лет – объединить 100 тысяч молодых бизнесменов со всей планеты. И YouTube – это один из инструментов для достижения этой цели. Всего за 2 месяца у нас 2,5 миллиона просмотров. У нас 27 тысяч подписчиков. Все это началось с идеи, которой могло и не быть. В этом выпуске мы разыграем 5 гироскутеров. А также бизнес с Китаем, с чего начать или как увеличить заработки. Реальными кейсами делится Артем Степанчук. На хайповых товарах он уже заработал миллионы. Миллион долларов, класс. Как построить бизнес на своем первом же факапе. Вложил $1000, приехали ко мне 100 подставок, из которых 90 были бракованы. Интервью с Сергеем Косенко, который также сколотил свое состояние на хайповых китайских товарах. Хороший вопрос, я, кстати, ни разу не отвечал на него. Ми недавно розігрували майнінг-ферму. Як бачите, переміг. Young Business Club. Канал твоих возможностей. Артем Степанчук, наш участник Young Business Club, у которого товары представлены у всех больших сетях Украины. Конфи, Розетка, Фокстрот, Эльдорадо. Мы решили пройтись по всем сетям, посмотреть, чем они отличаются друг от друга и какие именно товары есть у Артема. И параллельно рассказать его историю. Пойдем. Эндрю, вот селфи-палки. 3 года назад впервые привез образцы селфи-палок. На сегодняшний момент продали более 1 миллиона штук. Как сейчас помню, когда заказал образцы, прошло несколько, буквально недель, и я понял, что нужно заказывать контейнер. Привезли контейнер, и я понял, что нужно заказывать еще 5. С миллиона палок получилось Миллион? $1 миллион. Миллион палок, $1 миллион. Класс. Гироборды. Вообще с ними очень прикольная история. Мне захотелось сделать гироборд цвет украинского флага. Вот. Сказано, сделано. Поехал в Китай, все организовал, сделал, привез, продаем. Сколько ты уже продал гиробордов за свое время? Десятки тысяч. Да, больше 20. Друзья, такой один гироборд стоит, видите цену, 5888 гривен. Мы разыграем таких гиробордов. Давайте 5. Давай 5. А условия розыгрыша мы расскажем чуть позже в выпуске. Следующая сеть Фокстрот. Тёма, что у тебя здесь продается? Моноподы для селфи, гироборды. И помнишь, я тебе рассказывал о столиках для ноутбука, на которые у меня есть 2 патента, и они есть только у меня. Так вот, они здесь есть, я тебе сейчас покажу. Пойдем. Та-дам! Столики Артема! Сколько ты их продал? Более 280 тысяч. Какая маржа? За последние 10 лет. Маржа? 100%. Умножаем и делим на 27. Мы делаем столики, которые подделывают и продают в Америке. И это можно найти Кажется, американцы нас крадут, а не мы американцы. Да, на Амазоне продают. С чего все началось? Как ты заработал свои первые $100? 9 лет. Я 1,5 года продавал газеты. То есть просыпался утром в 4 утра, шел в типографию, покупал там по 100 газет. А что ты сделал с баксами первыми? Я просто покупал себе киндеры. Вот это с детства такое желание денег к деньгам. Я могу сказать, не то что к деньгам, а просто чтобы быть более свободным. С деньгами ты чувствуешь себя свободным. И мы не могли не зайти в гости к Розетке. Номер 1 интернет-магазин в Украине по продажам. И открыли еще такой гипермаркет. Как у тебя здесь с продажами?
В розетке продается более 1500 видов моих товаров. И очень прикольно, когда я вижу за последние 10 минут 2 человека вышли с моими товарами. Прям круто. Класс, пойдем посмотрим на товар. Окей. Я решил заказать себе подставку для ноутбука из Китая, но мне одну штуку китайцы не захотели продавать. И я решил заказать 100 штук, минимальная партия была 100 штук. Приехали ко мне, вложил $1000, приехали ко мне 100 подставок, из которых 90 были бракованы. Мы вместе с женой их починили, вот, и успешно продали. С этого начался мой успешный бизнес с Китаем. И расскажу еще несколько факапов, которые произошли вот буквально недавно. Год назад мы заказали контейнер гиробордов. Когда мы его открыли, порядка 80% гиробордов оказались просто поцарапаны в хлам. Вместо того, чтобы сложить руки и смириться с понесенными убытками, Артем решил воспользоваться связями, которые предоставил Young Business Club. В клубе постоянно люди покупают бизнес друг друга, партнерятся и инвестируют в бизнесы. И мы начнем вам рассказывать о таких кейсах. Артем Степанчук и Влад Савицкий. Влад, лидер рынка по прокату велосипеда в Украине. Друзья, расскажите ваш кейс, из чего он состоит? Мы договорились о том, что на всех пунктах проката мы будем сдавать в прокат гироборды. Есть какие-то небольшие там царапины на внешнем виде, что они не имеют уже товарный вид. Но в прокат они идут аж бегом. И для Артема это выгодный кейс, потому что то, что лежит и нет возможности продать, начинает приносить деньги. Мы обговорили, что это, там, грубо говоря, может быть там, по финансам 50/50. Так как мы, участники клуба, мы понимаем, что никаких там муток, непонятных вопросов не будет, потому что уже есть такой фундамент доверия. И этот кейс намного интереснее, чем Артему, потому что есть локация, эти гироборды занимают минимум места, инвестиций 0, заработок 50%. Это замечательный показатель. А я вообще думал, что это мне выгодно, как бы, вот, потому что я об этом тоже мечтал, мне это было интересно. Друзья, для вас есть подарок. Наступила весна, и мы разыгрываем 5 гироскутеров. Вот они. Вот таких 5 красавчиков. Условия просты. Быть подписанным на канал Young Business Club, подписаться на инстаграм Артема, он хочет его прокачать. И комментарии, как вам этот выпуск, что было хорошо, что было плохо. Или, если у вас есть вопросы, посоветуйтесь с Артемом, я думаю, ты с радостью подскажешь, правильно? С удовольствием. Все вопросы по бизнесу с Китаем, которые вас интересуют, самые интересные я выберу и обязательно их прокомментирую. С радостью. 21 марта в прямом эфире в 9 часов вечера мы разыграем вот таких 5 красавчиков, и они уже могут быть ваши. И мы в гостях в Конфи. Что здесь хорошего? Конфи – это компания, которая быстрее всех включается в самые последние новинки, которые появляются на рынке. Пойдем смотреть новинки? Пойдем. Самый крутой мотоцикл – это UST. Да, действительно. Я всем рекомендую как-нибудь попробовать покататься на мотоциклах UFT. Они еще... Все вместе подписчики где-то соберемся и катнем. Окей. Есть еще очень крутые электросамокаты. Это лучшее, что я когда-нибудь находил. У нас у первых появились электросамокаты с цифровым табло. Друзья, это был Артем Степанчук. Его товары продаются во всех ведущих сетях. И вас ждет 5 гироскутеров от Артема. Ну и что за бизнес? Умник. Свитшоты с пельменями. Здесь и сейчас. Ну я с понедельника начну. Только здесь и сейчас. Ну завтра начинаю. Здесь и сейчас. Мне надо немного подумать. Добро пожаловать в бизнес, партнер. Друзья, с нами Сергей Косенко, который зарабатывает более $200 тысяч в месяц, у которого более 230 точек по франшизе. Что было самым большим разочарованием в твоей жизни?
Хороший вопрос. Я, кстати, ни разу не отвечал на него. И это твой шанс, жизни предел, парень. В воздухе запах гари. Это в людях, в том, как ты думал, что должен поступить человек, а он поступает совсем по-другому. В тот момент кажется, что это трагедия жизни, да, что хуже быть не может. Вот. Но на самом деле потом смотришь назад, да, полгода, и понимаешь, что, блин, если бы это не произошло, то не было бы вообще много всего хорошего. В 2013 году я уходил из банка, вот, я накопил деньги, я взял еще кредит, да, в сумме это было там где-то $600, это было там больше 500 тысяч долларов, и я все эти деньги ввалил в предофруктование, да, и нет, там был не кассовый разрыв, там было полное фиаско. Для того, чтобы протестировать какую-то нишу бизнес, не надо закупать товары на 500 тысяч долларов. Вот у вас такой совет. Вообще не надо покупать товары в начале, да, только прототип может быть какой-то. То есть я просто сразу все деньги, что были, все на зеро. Вот. Ну и в итоге все потерял, да, все, что было. Там кредиты остались. И, ну, это была, наверное, самая тяжелая ситуация в моей жизни. 200 тысяч долларов был долг. Потом в следующий год он вырос, стал больше. Вот. Потом стало там типа... я не помню, на пике у меня было почти $1 миллион. Вообще у меня был кредит. Но потом уже мы сделали норм-компанию, да, и начали продавать уже много разных товаров. И из этой ситуации вышли, как бы, и отдали эти деньги, то есть все нормально. Кто был рядом? Они сейчас есть? Ну вот, кто поддержал? Все равно же есть, наверное. Да, у меня как раз на самом деле девушка моя бывшая, которой мы 7 лет встречались, она как бы, не то чтобы она уходила, просто мы перестали быть, ну, парнем с девушкой, но она все равно была рядом всегда, поэтому Лиза, привет тебе. И был еще у меня один друг, да, там, Юра, привет тоже. Ну, 2 человека, которые принимали активное участие, да. Кстати, интересно будет интервью, я даже это не рассказывал никому. Слушай, еще одна ошибка, конечно, но я до сих пор совершаю, наверное, я не исправляю. Это точно неправильно, как я делаю. Это я мало очень времени посвящаю общению с родителями. Да, и там бабушка, там, да, кто-то, какие-то родственники. То есть я мало очень общаюсь, это точно ошибка, точно так неправильно. Когда я ухожу в какой-то бизнес-проект, я вообще обо всем забываю. Когда я там начинаю, вот у меня сейчас новый проект, да, это YouTube. Все, я обо всем забыл вообще. То есть я только в этом. И... Ну, конечно, то есть вот баланс я пока не научился хорошо соблюдать. Поделишься ты эти ошибки, которые считаешь нужным? Наверное, хайп — это ты партнеры. Мы что-то начали вместе делать, куда-то двигаться, да, и оказалось, что видение совсем разное, и просто, ну, потеряли время. Я получил опыт классный, да, Дима получил какой-то контент, да, там интересный, какое-то мое видение какое-то, да. Как ты заработал первые $100 и сколько тебе было? Первые $100 это были микронаушники для сдачи экзаменов. Маленькая такая вещь, там вставляется в ухо. Все, сюда кольцо, здесь телефон. И можешь экзамен сдавать, тебя никто не видит, что у тебя провода, никаких проводов нет. Мне было тогда 16. И ко мне пришел мой друг Макс. Да, кстати, Макс всегда меня тоже поддерживает. Макс, тоже тебе спасибо, респект. И говорит, сейчас я тебе покажу вещь, которая вообще изменит нашу жизнь. То есть наушник стоил $60 тогда. Да, мы инвестировали по $30, да, и в итоге уже в первую же неделю, как приехал наушник, мы его сдали в аренду. Это было $25 за день. 25 дней. То есть за 3 дня, за 3 экзамена даже мы отбили. И тогда я помню первую сессию, мы на ней заработали на одном наушнике. Ну там примерно по $1000. Потом на этом же бизнесе я заработал, в итоге на пике я зарабатывал $1 миллион рублей. Да, то есть 10-15 тысяч долларов за месяц. Вот это мы делали с Максом. Все мы когда-то начинали, каждый по-своему. Что ты пожелаешь человеку, кто сейчас смотрит интервью и... Ну вот он видит тебя, у тебя есть достаточно высокий результат. Что ты ему посоветуешь? Заниматься сразу любимым делом. Сразу. Тем, что приносит удовольствие. Второе. У вас будет много проблем. Сразу. Все пойдет точно не так, как вы рассчитываете, что оно пойдет. Все совершают ошибки, и точно это хорошо, все нормально, расслабьтесь.
и просто сделайте еще одну попытку. Друзья, с нами был Сергей Косенко. До встречи. Ну, завтра начинаю. Здесь и сейчас. Мы недавно разыгрывали майнинг-ферму. Давай подарим ферму одному из зрителей этого канала. Без проблем. Самое простое, что сделать, нужно просто угадать текущий курс биткоина на момент следующей съемки, следующего выпуска канала Яндекс. Многие говорили: о, так вы действительно подарите майнинг-ферму? Да не рассказывайте, это же вы своему кому-то отдадите. У нас выиграл человек с Украины, он приехал с другого города, он говорит: Андрей, я стал знаменитостью, я прошу этого человека к нам на сцену, я хочу просто, чтобы мы при вас вручили, что вы видели. И прошу человека, который подарил эту ферму. Рафаэль, мы говорим, мы соответствуем своим словам. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут, с какого ты города, и что это не все не подстава? Я Паша, я з Вінницької області, міста Шаргород. Я випадково потрапив на ваш канал, переглянув ролик і вирішив спробувати. І, як бачите, переміг. Рафаэль, несколько слов от тебя. Поздравляю тебя с тем, что вот выиграл эту ферму. Мы познакомились еще в вестибюле, да, и, собственно говоря, ты говоришь спасибо там, за подарок. Это не подарок, это честный выигрыш. Потому что, насколько я помню, то курс угадан четко там до единицы, да, то есть на самом деле очень круто. Я когда мы записывали ролик с Андреем, думал, что кто-то там из наших шарящих криптогуру, которых там каждый второй в зале сидит, угадает там, я не знаю, или кто-то из каких-то там, не знаю, чатов, подписок, но когда мне позвонила София, говорит: слушай, там какой-то молодой пацан выиграл вообще там где-то издалека, и думаю, блин, круто вообще на самом деле, что кого-то мечты сбавилось. Может быть, это будет шаг там пойти вперед, да, больше зарабатывать. Успехов тебе, удачи, выигрышей. Дай бог, чтобы не последний выигрыш был, да, если в жизни все так будет падать на голову, на шару, круто будет, да? Да. Друзья, это был 12-й выпуск. В следующем мы увидимся в Лондоне, тот самый, который The Capital of Great Britain. Кто живет там, пишите, встретимся, снимем вас в выпуске. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте колокольчик и до встречи через неделю.